Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда люди барана находят человека, который продал серьгу, и приносят его к нему, баран хватает его и требует отчета, и все шокированы, когда мужчина говорит, что Нихат Карабей вышла из машины. Когда господин Кудрет спрашивает, как смерть Ферата и Гуля связана с Нихатом, баран отвечает, что мы провели много исследований о том, кто убил его в то время, но имя Нихата никогда не упоминалось, их убийца может находиться в больнице. Входит госпожа Азади, ругаясь, что не сможет покинуть больницу. Когда Дилан спрашивает, что нам теперь делать, баран отвечает: сначала нам нужно убедиться, что никто об этом не узнает, это важно для безопасности расследования. Господин Кудрет говорит: ладно, сынок. Когда Акиф благодарит Берфина за Ипека и Гэжу Айхан и говорит, что они очень счастливы, Берфин говорит, что я пришел за ними. Но он признается, что на самом деле пришел за Акифом, и когда он говорит «да» вслух, не осознавая этого, Акиф спрашивает, что это такое. Когда Берфин спрашивает: «Ты слышал это?» «Ты единственный, кто это слышал, верно?» Акиф отвечает: «Да, я слушаю». Берфин отвечает: «Нет, это не важно», и закрывает тему. Тарик и госпожа Хаджер думают, что Нихат не должна жить, а Тарик говорит, что Нихат никогда не сможет говорить. Акиф Нихат делится с Акифом своей проблемой и спрашивает, сможем ли мы найти мобильную запись того дня, не упустив ни одной детали. В этот момент звонит телефон Акифа, он звонит мужчине в больницу и сообщает ему, что состояние Нихата улучшается и он может прийти в себя в любой момент. Баран говорит, что давайте будем готовы на случай, если Нихат не проснется, вы продолжите расследование в отношении Нихата, но расследование должно оставаться в тайне. Человек Тарика не сидит без дела и пытается связаться с врачом. Пока баран задается вопросом, имеет ли Нихат связь с Джавахиром, он вспоминает печаль, которую они почувствовали, когда нашли безжизненные тела Ферата и Гуля, и моменты, когда они обнимали его безжизненное тело и плакали. Затем, пока он грустит и говорит, что их кровь не может оставаться на земле, я в долгу перед ними и своей семьей, Дилан приходит к нему с лекарствами барана в руке. Он не слышит звонков Дилана, потому что был отвлечен. Когда он говорит: «Извини, я отвлекся», Дилан говорит: «Меня когда-нибудь волнуют твои недостатки». Потом, когда Нихат проснется, мы найдем ответы на все вопросы, мы уже переживаем трудный период, пожалуйста, не изнуряй себя, говорит баран, хорошо, что ты есть, даже быть с тобой приятно. Когда Дилан говорит: «Пойдем спать», а Берон говорит: «Я так наелся, что не могу спать», Дилан говорит: «У меня есть решение, и если я немного помассирую его голову, он сразу же заснет». Берон лежит на коленях Дилана, и когда Дилан начинает массировать, баран говорит, что цветы цветут везде, где его руки касаются, Дилан говорит, что пока ты просишь, я всегда буду это делать. Когда Берон снова говорит Дилану: «Я рад, что ты есть», Дилан ласкает его лицо, говоря: «Я всегда здесь, я буду с тобой до конца своей жизни, обещаю». Пока Акиф разрывается между тем, говорить или не говорить о последнем кусочке головоломки в его руке, госпожа Айхан садится рядом с ним и говорит: «Давай, скажи мне, что с тобой не так». На вопрос Акифа: «Откуда вы узнали?», она ответила: «Я твоя тетя, я могу понять. Мой друг, о котором я тебе рассказывала, думает, что девушка что-то скрывает, но не решается, спрашивать или нет». Когда госпожа Айхан говорит, что ей не следует спрашивать, девушка скажет ей, когда почувствует близость к ней, Акиф выпаливает, что я тоже так думаю, и говорит, что это для моего друга. Когда Берон возится с телефоном в постели, Дилан упрекает его и убеждает отложить телефон и пойти спать, не возражая. Утром Берон просыпается и ласкает волосы Дилана. Но когда я понимаю, что Дилан на самом деле проснулся, я говорю, что пытаюсь тебя разбудить, говорит Дилан, мне нравится, как тебе нравятся мои волосы, поэтому я подумал, что мне это немного понравится, что случилось. Тогда Дилан говорит: «Давай поговорим о надежде», но баран говорит: «Но давай оставим будущее будущему и насладимся настоящим вместе с тобой. Нет ничего прекраснее этого прямо сейчас». Госпожа Айхан ощупывает рот Ипека и пытается оценить, как он отреагирует на то, что его отец кем-то интересуется. Ипек говорит, что ей совсем не нравилась предыдущая девушка Акифа.
Когда госпожа Айхан говорит, что хотела бы, чтобы у нее был кто-то вроде Айши, Ипек говорит, что ей хотелось бы, чтобы Айши была ее сестрой, и они говорят о планах, как будто они встретились случайно. Когда к ним приходит Акиф, они говорят, что говорили о домашнем задании Ипека и стараются не попасться. Берфин читает красивые слова о любви из книги, которую она читает, и во время чтения думает о своих чувствах к Акифу. В этот момент к нему приходит Тугба и спрашивает: «С тобой все в порядке?» Когда я спрашиваю Берфин Тугбу, могут ли люди любить безоговорочно, я думаю, что нет. Если такая любовь и есть, то она есть в фильмах и романах, а если и есть, то она советует не упускать ее. Пока Дилан и Берон находятся в бассейне, госпожа Хассер наблюдает за ними злобными глазами. Когда Тарик приходит к нему и спрашивает: «На кого ты смотришь?», он говорит Дилану и Барану, что они снова охотятся за Чинаром. Затем он говорит, что если Нихат заговорит, наша работа будет окончена, мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить Барана в больницу и проголосовать. Когда Тарик спрашивает, есть ли у него что-нибудь на уме, он отвечает: «Хаджер Ханем, конечно, его отвлекает только одно – Чинар». Тем временем Чинар катается на велосипеде по Дилану и Барану. Дилан и Баран пытаются уговорить Чинара немного отдохнуть. Берон говорит, что я думаю, тебе следует послушать Дилана, слушай, чем больше я его слушаю, тем быстрее мне становится лучше, так что слушай его тоже. Когда Дилан говорит: «Давай, Чинар, пожалуйста, не расстраивай меня», Чинар говорит: «Не грусти» и спрашивает, можем ли мы сойти с велосипеда и сфотографироваться вместе. Тарик приходит к ним и спрашивает, как поживает Баран, а затем спрашивает Чинара: «Вы не расстраиваете Барана, дядя?» Он говорит: «Баран ушел, он когда-нибудь нас расстроит». Он говорит Чинару: «Мама, иди переоденься, а потом отдохни немного». Когда Чинар говорит: «Мы собирались рисовать», Тарик говорит: «Пусть твоя мама сначала переоденется, а потом вернется». Пока Ипек и госпожа Айхан обдумывали повод позвать к себе Айши, когда приходит Акиф и спрашивает, что они варят, они говорят что-то другое и игнорируют это. Госпожа Айхан говорит, что позвонит Айши, потому что она занята на работе, и отправит сообщение Айши, то есть Берфину, с просьбой о помощи. Берфин рада, когда видит сообщение, и хочет уйти из-за возможности увидеть Акифа. Пока Дилан и Баран сидят у бассейна, к ним приходит Чинар и говорит: «Пойдем к морю». Баран и Дилан вспоминают, как они искали Мирана в море, и им становится очень грустно. Когда Баран говорит, что моря нет, Чинар злится на них, и Баран и Дилан решают пойти в лес, чтобы доставить ему удовольствие. Они решают, что пойдут в мемориальный лес, который они построили для Мирана, и спросят Чинара, хочет ли он этого. Когда Чинар убежден, они вместе идут в лес. Когда Чинару становится немного не по себе в лесу, Дилан спрашивает, что случилось, а Чинар спрашивает, есть ли здесь львы. Берон и Дилан подбадривают их, говоря, что в этом лесу нет диких животных, так что вам не нужно бояться. Берфин не может остаться равнодушным к сообщению госпожи Айхан и приходит в дом Акифа. Когда он собирался постучать в дверь, он сдался и вернулся. Пока Ипек и госпожа Айхан думали, что Айши не ответила, думаю, она не придет, раздается звонок в дверь. Берфин передумал и возвращается, и когда Акиф открывает дверь, он рад видеть перед собой Берфина. Собирая листья платана, когда один из них говорит «зеленый», а другой «желтый», Дилан проводит аналогию, говоря, что он преждевременно упал с ветки, как и наш Миран. Затем, когда они накрывали на стол и ели, Чинар говорит: «Я сыт, я тебя очень люблю, хорошо, что мы пришли, лес очень красивый, давай поиграем в мяч». Дилан и Баран начинают игру со слов и мир из большого места. У них есть очень приятные моменты, проводить время с Чинаром сегодня, как всегда, хорошо для них. Эта красивая семья очень дружна во время игры. Я надеюсь, что они как можно скорее поймут, что они расточительная семья, и продолжат весело проводить время. Они вместе сажают платан и заставляют его помочь вам тоже вырастить дерево. Платан очень рад и говорит: «Давай его посадим», и он сразу пойдет в рост. Пока господин Кудрет и Тарик ждут в больнице, врач узнает, что Нихат проснулась и звонит Барану, говоря: «Я должен немедленно сообщить Барану», и говорит: «Вы должны немедленно приехать в больницу». Нихат проснулась. Вверх.
Баран кладет трубку и говорит: «Кей, я сейчас вернусь», а лесники говорят: «Давай, мы уходим». Чинар на самом деле не хочет идти, Баран говорит, что мы вернемся позже. Когда Дилан спрашивает, что случилось, Баран Нихат просыпается и говорит, что я отвезу тебя домой и поеду в больницу. Дилан говорит, что мы поедем в больницу на такси, это неправильный путь. Хотя Баран поначалу этого не хочет, его убеждают, и они собираются вместе, чтобы отвезти Дилана и Чинара в такси. Господин Кудрет злится, говоря, что Баран должен наверстать упущенное, прежде чем Нихату снова станет хуже. Когда Тарик говорит: «Не волнуйся, он догонит», дядя, господин Кудрет кричит: «Я должен привлечь к ответственности этого человека, который отнял радость жизни у моего сына». Когда Дилан возвращается в особняк, он встречает Гэжу Азади, и когда она говорит ему, что не спит, он говорит, что если он сделал это с Фератом и Гулем, он будет наказан. Они устраивают сцену в больнице, и человек Тарика пользуется этим хаосом и входит в палату Нихата. В этот момент Баран уже собирался войти в комнату Нихата, когда его остановила полиция, сказав, что он сможет войти, если врач даст разрешение. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.